Телек, он работает вот так вот фоново. Знаешь, вот он такой капает, капает, капает на мозги. Все эти люди, в большинстве своем эти люди, уезжают в никуда. Илья Варламов, который останется в Москве, будет делать для нас сюжетов. Я уверена, если бы у «Дождя» был доступ ко всем, именно вот как бы к телевизионной картинке, такой бы не было ситуации. Я уверена. У меня одна только мысль и мечта, и желание — это все равно в какой-то момент вернуться и продолжить строить эту новую Россию будущего. Друзья, гостьей моего нового интервью стала Наталья Синдеева, основательница телеканала «Дождь». Мы обсуждали с ней иммиграцию из России, борьбу с пропагандой и пропагандонами, а также прекрасную Россию будущего. Прежде чем вы посмотрите это интервью, хочу напомнить, что Варламов Токс — это мой новый канал. И пока минимум 80% из вас смотрят его без подписки. Исправляйте это скорее, подписывайтесь, ну и приятного вам просмотра. Привет. Собственно, первый вопрос. Ты не в России? Не в России. Ты навсегда уехала или это временно? И когда ты планируешь в Россию вернуться? Люк, я не могу ответить на этот вопрос себе даже до конца честно, да, потому что, с одной стороны, я уехала вроде как в такую длительную командировку. Ну, то есть я так себя чувствовала. Я собрала 2 чемодана, да, я предположила, что это может быть надолго. И дальше мы стали путешествовать. Мне очень повезло, что фильм Кричевской «Fuck the Job» стали брать фестивали просто подряд, знаешь. То есть у нас там было запланировано 2 или 3 поездки. В итоге мы вот этот уже месяц, там чуть больше гоняем по разным фестивалям. Вот сейчас мы приехали в Израиль на тоже премьеру фильма. И поэтому у меня внутреннее ощущение, что я вот, знаешь, как бы у меня дела, я путешествую, я там встречаюсь со зрителями, занимаюсь какой-то работой параллельно. Но сказать себе, что я уже уехала совсем, я пока боюсь себе так сказать, знаешь. Но при этом я ничего не сделала для того, чтобы, все уехало, все, занимаюсь переездом, потому что я не знаю куда, у меня сейчас нет дома, я мотаюсь между этими разными странами. Хорошо, опять же, фестивали, знаешь, оплачивают билеты, проживание, там, знаешь, есть много гостей, и в этом тоже есть свой кайф, потому что, ты этот экзистенциальный вопрос себе не задал до конца, знаешь. При том, что каждый раз, когда мне становится грустно, я очень хочу вернуться в Москву. И каждый раз я себе говорю, хорошо, ты вернулась, у тебя там нету работы, у тебя нету там дождя, и что дальше, и что ты будешь, что делать, да. В общем, в процессе какого-то принятия решения, но страшно себе, вот честно, я прям боюсь себе это произнести, что все, там, я переехала. Потом даже некуда пока переехать, понимаешь? Нету идеи такой. Тебе угрожает что-то сейчас в России, о чем ты знаешь? Какие-то дела, штрафы? Ничего не знаю. Нет. Знаешь, вот такой прямой угрозы или о чем-то, чтобы я знала, что мне угрожает, нет. Меня, знаешь, что страшит? Вот я поняла для себя, почему я боюсь этого возвращения для себя. Что я проснулась утром. И что делать-то? То есть, понимаешь, я видимо, не нахожусь еще в том состоянии, когда я могу это все отпустить, забыть и начать что-то, я не знаю, придумывать новое, понимаешь? Я вот в этой поездке переживаю наше закрытие гораздо легче, чем если бы я там осталась, понимаешь? Поэтому меня, может быть, это, лично меня пугает больше всего, что я просто... Тут у меня не было депрессии, а там у меня может она случиться. А кто-то из сотрудников «Дождя», вот кто из твоей команды, у них какие-то проблемы были в связи с новыми законами? Слушай, кроме того, что мы периодически, то есть там кто-то добавляется в список иностранных агентов, а ты, кстати, еще нет, да, извини? Еще нет. Я все жду, знаешь, как это, каждый раз ты открываешь этот список, ищешь кто, и ищешь себя там в этом списке. Слушай, были угрозы в момент до там, буквально за несколько дней до того, как мы закрылись, это были прям прямые угрозы, но, опять же, там, нескольким ведущим, знаешь, эти угрозы были очень неприятные. В телефоны, звонки, сообщения в разном виде. А таких прямых не было. Мы же как только закрыли это вещание, понимаешь, что избежали такого прямых сразу рисков, да, вот таких вот попаданий, например, под этот закон. Это не поддается здравому смыслу и никакой логике, да, там то, как принимается решение и кого за что наказывают, поэтому мы все понимаем, что в любой момент может быть все что угодно.
Ты когда, ты сейчас сказал, были звонки, эти звонки были от каких-то понятных тебе людей или это просто анонимные какие-то сообщения? Нет, какие-то анонимные сообщения. Это не у меня было. Это было вот у Тиши, Дедко, у Кати Катрикадзе, у Мангайт. Это были анонимные, но, знаешь, это был такой... Ну, я читала просто эти сообщения. То есть я думаю, что мне бы было очень тревожно, если бы я такое получала, знаешь. То есть они были достаточно конкретные, там, не знаю, с адресами и так далее. Ну, в общем, неприятно было. Насколько я понимаю, практически там вся команда основная, она выехала из России «Дождя» сейчас. Основная, да. Ну, то есть, ну, в первую очередь, журналисты. Эта команда, почему она сейчас не продолжает работать в том же формате, как некоторые другие СМИ, которых тоже закрыли, они вывезли свои редакции и продолжают работать, продолжают говорить? Смотри, у нас не получается это сделать быстро. У нас работает московский офис еще, у нас остались еще сотрудники в Москве. И, понимаешь, мы не можем это просто так взять, закрыть и все, да, то есть это процесс, да, и он непростой. Более того, если будем как бы возобновлять работу, то мы точно там уже передадим права на все, на архив, на все кому-то, да, какой-то компании, потому что сейчас все это принадлежит «Дождю», да, и «Дождь», который московский, должен это кому-то будет передать. И это вот процесс, которым мы в том числе занимаемся. Это первое. И для того, чтобы не подставлять ну, как бы компанию тех людей, кто остался, мы не можем этого сделать. А закрыть вот так вот в один день невозможно, потому что куча контрактов, обязательств, мы налоги до сих пор платим. У нас очень много. Вот сейчас я получила, что мы за первый квартал должны заплатить еще дофига налогов, да, и мне нужно все это, ну, как бы, то есть мне надо сделать это так, чтобы хотя бы здесь ко мне не было никаких претензий, да, ни со стороны налоговой, ни со стороны, там, не знаю, трудовой инспекции, понимаешь, это все-таки, ну, процессы. При этом мы действительно сейчас думаем о том, как объединить всех, соединить уже на одной платформе, но вот для этого как бы мне надо сделать две вещи. Первое — разобраться с московским офисом, и второе — решить, где мы все-таки хотим, ну, основной такой сделать хаб, потому что мы планируем это сделать. И, собственно, ребята все делают сейчас стримы, в общем-то, все точно так же ждут, когда мы все соединимся опять на какой-то площадке. А как ты считаешь, вообще, насколько можно говорить, писать о России и общаться с российской аудиторией, находясь за границей? Потому что вот я недавно говорил с Леной Костюченко, которая была сейчас в Украине, работала, значит, находится тоже вне России, но она, несмотря даже на свою такую позицию, несмотря на все, что она делала, у нее, как ты знаешь, 3 из 4 ее репортажей Генпрокуратура заблокировала и попросила снять с сайта «Новой газеты». Тем не менее, она говорит, что она вернется в Россию, потому что русская тюрьма для нее лучше потенциально, там, чем иммиграция, и она не может работать вне России, она не может из-за границы что-то писать, то есть ей нужно находиться в России. Насколько вообще можно, по-твоему, заниматься журналистикой для России, находясь за границей? Люк, это вопрос, на самом деле, самый главный для нас в том числе, как найти этот язык и как это делать. Мы пытаемся на него найти ответ, потому что если, вот, например, меня бы спросили там 2 месяца назад, ну вот, послушай, мне же все время задавали такой вопрос, а почему вы там не уезжаете, а что вы не сделаете там какой-нибудь запасной аэродром? Знаешь, это вопрос, который задавался всегда, да? Ну, то есть понятно было, что все больше и больше зажимаются там все возможности для работы. Но моя позиция всегда была очень четкой, очень жесткой, что нет, мы работаем в России, мы работаем для России, мы никогда никуда не поедем, мы не открывали никаких зеркал, знаешь, там, ну, мы не уводили там часть архива куда-то, да, то есть мы все делали в России, это была позиция. Но сейчас просто ситуация сложилась таким образом, ну, как бы на мой взгляд, да, что мы как бы продолжить работу в России, просто, ну, мы ее не можем физически, так как мы не пишем буковки, а говорим, да, и говорим в прямом эфире, в лайфе и так далее, то не попасть под закон о фейках невозможно. Ну, то есть каждый, если ты открываешь рот, ты говоришь слово, и ты попал сразу под фейки. У тебя нет возможности потом это вырезать, потому что уже никакие законы о том, что это прямой эфир, ну, ты понимаешь, да, раньше, которые... Вот, это все не работает. Поэтому мы, как бы, и ставить под риск там большое количество людей, ну, я не готова, да, поэтому мы стали думать, действительно, как найти этот способ разговаривать. Более того, не просто способ разговаривать для людей, которые там остались в России. Кто-то должен еще из России работать, ну, так, по-хорошему, да, и эти журналисты, которые готовы будут работать и для нас делать, мы должны тоже продумать, ну, как бы максимальную безопасность для них, понимаешь? Это тоже большая задача, на которую пока нет ответа, ну, у нас. Так как мы, опять же, работаем лицами, да, то есть мы там, ну,
мы открыты, мы работаем с собой, да. Ну и, наверное, еще такой важный момент – это спикеры, потому что, понятно, работать в российской повестке, не имея спикеров внутри России, но это тоже беда, да. Поэтому ответов на вот эти все вопросы у меня таких точных нет. И кроме одного, что пока не можем полноценно работать оттуда точно. Ну, будем, значит, искать этот способ. Вот сейчас вот ровно этим там занимаются ребята, думают, как нам построить эту работу, да, с тем, чтобы все-таки не быть оторванными, и чтобы и интонация тут важна, чтобы не было вот этого чувства, которое мне, например, никогда не нравилось, что ты уезжаешь за границу и начинаешь рассказывать, как там все ужасно, да. Нет, так нельзя, да, то есть тут надо найти этот способ этого разговора. Но есть еще один момент, ты знаешь, так как большое количество людей уехало, и эти люди там на 80% спикеры, в том числе «Дождя», да, там и наши гости, наши герои, и которые находятся сейчас в разных местах, поэтому одна из мыслей, чтобы не было одной какой-то большой студии, а сделать небольшие студии в разных местах, такой локации россиян, которые уехали, для того, чтобы сделать их частью, в том числе этого контента, да, эти люди, которые разъехались, но которые точно так же продолжают жить и болеть тем, что происходит. Но не вижу пока возможности работать оттуда. Ну, в том формате, в котором мы работали, понимаешь? Как ты думаешь, ситуация в России с военной цензурой, она может как-то нормализоваться, откатить, и что все вернется, или это уже какие-то прошли необратимые изменения? Ты знаешь, я мало встречала, я не помню вообще на веку на своем, что если не меняется ничего, и не меняется власть, и не меняется, не знаю, вектор движения, чтобы какие-то репрессивные законы, они отползали или там ослабевались, или отменялись. Я такого не помню. Слушай, это же так удобно. Посмотри, какое количество реально СМИ уехало, закрылось, переформатировалось и так далее. Это же удобно. Ну что, власть добилась, в общем-то, результатов. Зачем они должны назад откатывать это? Я думаю, что нет. До сегодняшнего дня мы пока не видим каких-то репрессий, я имею такого белорусского образца, где журналистов не просто там лишают аккредитации, не просто запрещают там работать, а где журналистам дают реальные огромные сроки, где арестовывают там админов телеграм-каналов и так далее. В России пока все это ограничивается там вот этими признанием инагентами, какими-то штрафами, административными делами или таким вот выдворением либо там добровольным, либо добровольно-принудительным там из страны, но каких-то вот прям таких массовых посадок мы не видим. Есть пока единичный случай, вот мы знаем... Ну вот буквально вчера или... Да. Я сейчас не вспомню, как называется это СМИ, которая вот писала про то, что отказалась часть ОМОНовцев, по-моему, это в Абакане было. Вообще там до сегодняшнего дня в плане репрессий, можно сказать, там российская власть на фоне, например, даже вот Беларуси, она была такой относительно травоядной. То есть даже там и оппозиционным политикам, и журналистам им давали уехать, по крайней мере, там большинству из них. То есть даже посмотрим на команду Навального, да, сам Навальный сидит, но всей его команде дали уехать из России, хотя, опять же, могли посадить, могли не отпускать. Ты чувствуешь, что вот это вот в плане кровожадности что-то меняется? Что ждет ли нас, по-твоему, вот именно такой белорусский сценарий, когда мы увидим журналистов уже в СИЗО и в колониях? Люк, я думаю, это много будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с Украиной, мне кажется. Потому что, мне кажется, это очень связано. Я при том, что не знаю, при каком сценарии. То есть вообще, так как я не знаю ни одного хорошего сценария, да, выхода из этой ситуации. И что будет, большим триггером для еще большего закручивания гаек, да, это условная победа или условное поражение. Хотя я не понимаю ни в том, ни в другом случае, что это такое, да, что такое поражение и победа. Но я думаю, что это может быть связано. Второе, ты знаешь, мне кажется, мы к этому белорусскому сценарию, в общем, достаточно быстро все равно двигаемся, да, и, я не знаю, ты же знаешь уже примеры, но у меня просто, я это знаю от друзей моего сына, когда на улице просто останавливают уже полицейские в метро, проверяют твои
приложение, просто останавливает и говорит: покажи, что у тебя здесь в телефоне. Это ровно то, что начали делать белорусские власти, да, и мы тогда все удивлялись, как это может быть. А вот оно уже пришло, понимаешь? Поэтому я думаю, что это будет, ну, как мне кажется, зависеть от того, что будет происходить с Украиной. Ну, от этой войны, операции. Ты до сих пор, я смотрю, ты войной так Я, боишься нет, называть. конечно, я называю войну войной, я просто каждый раз, у меня это, знаешь, вот это тоже, то есть это тоже почему невозможно работать в России, потому что вот я с тобой говорю, я себя ловлю на том, что, как я должна сказать, да, хотя я не нахожусь там в России и так далее. Да. Это тоже очень плохо. Это плохо для работы, потому что это начинает тебя как бы самоцензурировать, понимаешь? Ты такая, а так, ну, так же неправильно работать, не хочется так. За этот месяц, что ты ездишь по разным странам, ты сталкивалась с каким-то проявлением русофобии? Если ты, опять же, смотришь наш телевизор и все остальное, то русского человека с экрана телевизора пропаганда пугает, что вот весь мир пошел против нас, что простых русских чуть ли не за русскую речь на улице там на них нападают и всякие вот рассказывают ужасы. Вот ты за этот месяц на своем примере как-то столкнулся с какой-то дискриминацией из-за своего гражданства? Ни разу. Вы знаешь, вообще ни разу. Вот я была в очень разных странах. Мы были в Греции, мы были в Дании, мы были ну вот сейчас в Израиле, мы были, ну, я уже запуталась, где мы были, в Австрии, в Берлине, в Лондоне. Был один момент, у нас была премьера фильма в Лондоне в день начала войны. И в этот день мы встречались с ребятами из, в общем, ладно, простят меня, забыла название, у них русский ресторан. И зима. Да, и в зиму стали раздаваться звонки. Но это был в первый день, вот момент, да, что типа вот вы русские. Это был единственный как бы случай, о котором я знала, который просто был на моих глазах. Все остальное вообще нету такой проблемы. Это, к сожалению, опять же, пропаганда создает этот параллельный другой мир. И очень жалко людей, да, которые, к сожалению, не имеют других, там, не знаю, не имеют желания найти другую информацию, да, хотя она есть. Нет, нигде. Вот мы встречали украинцев, мы разговаривали с ними. Наоборот, знаешь, мы встречаем такое понимание, что, типа, вам сложно. То есть люди в основном спрашивают: а вы сейчас уехали после войны? Знаешь, то есть вот такой вопрос люди задают. Да, уехали после войны. И есть какое-то такое понимание, сопереживание, сочувствие. В общем, я ни разу не столкнулась нигде. Как ты считаешь, то, что вот уезжает довольно большое количество людей, так называемый вот креативный класс, да, и внутри России, если опять же смотреть пропаганду, то это преподносится как вообще подарок судьбы, да, вот пусть они валят, эти предатели, эти кряклы, вот это как там снежинки, такие все там нежные, а мы сейчас будем строить вот свой нормальный мир уже без этих вот нытиков и всех остальных. Насколько это может отразиться вообще на будущем России? Отъезд довольно большого количества людей, в основном как раз таких вот творческих профессий. Ну, мне кажется, тут есть два момента, о которых важно сказать. Первое, что все эти люди, в большинстве своем эти люди, уезжают в никуда. Да, они не к красивой, комфортной жизни, не к тому, что теперь всех встретили на Западе с удовольствием и так далее. Нет, все уезжают никуда, ни у кого нет дома, нет денег, не работают карточки. Я встречаю большое количество людей, талантливых, ярких, у которых куча планов, но все равно в растерянности, понимаешь, вот как я. Да, то есть я понимаю, что я придумаю, но я все равно в растерянности, потому что ты лишился дома, ты лишился, как бы, ты, там, не знаю, своих друзей, собаки, кошки остались, и ты как бы вообще не был готов, ни у кого нету, там, не знаю, запасных аэродромов, домов, квартир где-то, да, то есть все находятся, живут по несколько человек в квартирах. Я знаю известных людей, которые живут, прям реально там по 8, по 10 человек в квартире, пока там разбираются и находят какое-то жилье. То есть это все очень сложно. С другой стороны, конечно, выезд креативного класса, это же такое широкое. Слушай, я знаю много молодых учителей уезжает, очень много преподавателей сейчас уехало, очень много, про айтишников мы уже не говорим, это уже, понятно, они там просто все уехали. Вот. А уезжают люди, которые не то чтобы связаны там с журналистикой, не оппозиционеры и так далее. Они думают, то есть они уезжают,
Потому что невозможно жить во вранье, невозможно, знаешь, все, у кого дети, один из главных аргументов, опять же, отъезжающих в никуда, что невозможно воспитывать ребенка, ну, как бы мы не готовы воспитывать детей вот в этом как бы совершенно параллельных как бы мирах, когда тебе в школе говорят одно, а дома другое. А мы с этим уже все столкнулись, да, и у меня вот мои друзья сказали, что пока у нас нормальная школа и там ничего этого не происходит, мы будем здесь находиться. Как только мы первый раз услышим хоть какую-то там, не знаю, лекцию или там заставить надеть там ленточку, то как георгиевскую, то мы будем мы будем принимать это решение, что делать, потому что это очень важно, да, ты не хочешь воспитать еще одно поколение вот в этом вранье. Вот, поэтому, конечно, я считаю, что для России это плохо, потому что уезжают, правда, активные, но опять надо быть справедливым, очень много людей там остаются, и это тоже такая позиция. У меня много друзей, которые не согласны с тем, что происходит, но они остаются, потому что считают важным, ну, как бы нужным оставаться там и пытаться что-то делать там тоже. И это тоже крутейшая позиция. Но то, что Россия теряет активных, думающих людей, конечно, это очень плохо. Вот смотри, мы все, я думаю, и ты тоже, все, кто поехали, вот как бы вот в это такое неизведанное пока плавание, ну, во всяком случае, у меня, что бы я сейчас не планировала, как бы я не планировала перезапускать там «Дождь» или что-то начинать, у меня одна только мысль и мечта, и желание — это все равно в какой-то момент вернуться и продолжить делать, строить эту новую Россию будущего, которую очень хочется построить. И я верю в то, что рано или поздно это случится, и у нас еще у всех, там, у нашего поколения будет этот шанс, да, что-то изменить и сделать. Ну, я очень на это надеюсь. Хотя многие считают, что это на нашем веку не случится. Я, кстати, не уехал. У меня вся семья, все в Москве, у меня дети ходят в московскую школу. Вот. Но я просто последние 10 лет нахожусь в таком перманентных командировках по разным странам мира. Когда люди начали куда-то уезжать, все сразу: «О, он уехал, он уехал». Я думаю, ну хорошо мне, потому что все знают, что я постоянно куда-то езжу. У меня там десятки стран каждый год. Я там большую часть года нахожусь там вне Москвы. И все знают, что я постоянно в дороге. Я думаю, ко мне хоть не будут говорить: вот он уехал, он уехал. И через месяц такие: «О, Варламов свалил». Я такой: куда? Я пока не уехал, естественно, у меня были такие мысли, но мне пока сложно, опять же, представить мою жизнь, мою работу вне России, потому что все-таки, мне кажется, очень важным как бы чувствовать то, что происходит внутри страны, чувствовать, что говорят люди, какие у них на самом деле настроения, потому что я знаю, даже когда тут находишься даже больше там 2 недель за границей, ты начинаешь постепенно отрываться, и ты перестаешь понимать, что на самом деле происходит в России. Ты перестаешь понимать, насколько ту картинку, которую ты видишь там по соцсетям, насколько она отображает какую-то реальность. И все-таки даже вот обычный контакт с официантами, контакт с таксистами, контакт с какими-то случайными прохожими, там, друзьями, родственниками, он, конечно, очень важен, и важна даже вот атмосфера. Я согласна. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это очень важно, очень. И это в том числе, понимаешь, может быть, когда мы поймем, что мы перезапускаемся, что мы будем думать вообще, ну, то есть имеем ли мы право, вернее так, имеем мы право, конечно, про это говорить, но как действительно не потерять этот нюх, как вот это, ну, не утратить, это очень важно. Ну вот, Илья Варламов, который останется в Москве, будет делать для нас сюжетов, будем тебя просить. Я понял, да, то есть ты хочешь, чтобы был инфоповод, да, чтобы меня поскорее закрыли? Нет. Я понял. Смотри, ты много лет выстраивала такую вот большую медийную кампанию, работала с информацией. Интересно, вот как ты оцениваешь работу госпропаганды? Насколько эффективна вот эта вот пропагандистская машина, которая создалась, да, которую создали со всеми этими Маргаритами Симонян, Соловьевыми и всеми остальными, которые сейчас круглосуточно долбят из каждого утюга, насколько они эффективно работают и действительно ли у них получилось убедить такое вот, то, что мы видим опросы, да, там, по поддержке всему остальному, действительно у них их работа приносит такие плоды? Люк, я думаю, что они работают очень эффективно, и
и очень результативно. И это мы видим не только по опросам, которые есть, хотя к ним тоже можно как угодно относиться, потому что уже нету практически ни одной социологической компании, которая была бы независимой, да, поэтому это тоже, как бы, ну, мы все понимаем. Но мы же это можем судить по людям, по своим даже знакомым, по своим родственникам каким-то, которые не готовы вообще видеть другую информацию, просто они для себя ее закрыли. У этого, наверное, миллион причин, в том числе психологические, да, когда ты, ну, ты знаешь, что в какой-то момент закрываешь от себя просто то, что ты не хочешь знать, да, и это как бы один механизм. Второй механизм, конечно, когда в течение большого количества лет это планомерное. Знаешь, мне не нравится слово «оболванивание». Нет, это, мне нравится, знаешь, какое слово? Такой эксперимент, который проводился над людьми, да, нашими пропагандистами. Мы наблюдали, смотри, мы же видели с тобой, как бы управляется, да, вот сознанием через, ну, например, это же не только там Украина, да, у нас были разные там мотивы. Когда-то были те самые либералы, да, которых стали обзывать всякими словами, и либерализм был просто в обществе, как бы, ну, слово либерализм стало ругательным, понимаешь, то есть в какой-то момент. Вот было одно направление, они этого добились. А потом было там, не знаю, я помню, помнишь, там Трамп вначале был хороший, потом плохой или что-то такое, да? То есть это же, ну, как бы это постоянно такое управление сознанием, потому что тебя поселяет как бы в другую реальность. И делают они это очень талантливо. Я вот несколько раз уже приводила пример. У меня в Мичуринске, откуда я родом, живет тетя с дядей, и дядя смотрит телевизор российский, ну, переключает разные каналы. И я тоже, оказываясь там, невольно, значит, слушаю, что они вещают, потому что в любом другом времени, ну, как бы я правда не вижу этого, не знаю. Я могу тебе сказать, часа через 3 я начинаю сомневаться в том, что я что-то понимаю, потому что это делается разным языком, разной интонацией, разным темпераментом, но приблизительно про одно и то же. Ну, то есть ты, условно, на канале «Звезда» тебе рассказывают очень спокойно, эксперт о том, какие, я сейчас буду сочинять, там, не знаю, химические лаборатории находятся на территории, там, не знаю, Украины, да, тебе показывают эксперта, план, картинку, да, то есть очень-очень. На другом канале тут же, например, тебе дают какую-нибудь публикацию из иностранной прессы о том, что американцы признали, что химические лаборатории в Америке, ну, в Украине есть, понимаешь, и на тебя это капает, и ты в какой-то момент, я думаю, ну, может быть, мы живем, ну, может быть, мы что-то не понимаем, может, мы чего-то не знаем, понимаешь? То есть это очень эффективно. А второе, я не знаю, ты видела, я посмотрела, по-моему, в «Холоде» был разговор с биологом, девушка. Она объясняла, ну, как бы еще как бы механизм воздействия пропаганды, что действует на эмоции, да, очень сильно. И перебить это невозможно ни аргументами, ни фактами, ничем, только такой же эмоциональной, ну, таким же пушем эмоциональным, да, и поэтому это все, конечно, работает. Поэтому, понимаешь, когда говорят, что там большое количество людей поддерживает войну, и люди, ну, как бы с осуждением говорят, ну, как же так русские поддерживают войну, то, конечно, это не русские поддерживают войну, это людей, ну, не просто ввели в заблуждение, а людей поместили, правда, в какую-то другую реальность, в которой ты уже не можешь сопротивляться. И ты не можешь сопротивляться в том числе, потому что ты не можешь допустить уже мысли, что твоя власть, твоя страна может кого-то убивать. Знаешь, вот я с этим тоже сталкивалась, когда они говорят, ну так не может быть. Я говорю, ну как же, ну вот же фотографии, вот свидетельства и так далее. Нет, не показывайте нам, это невозможно, это фейки. Ну, все. Ну, как бы, поэтому, конечно, все это эффективно. Почему оппозиционным СМИ, почему там «Дождю» и другим ребятам, которые, безусловно, там тоже талантливые, им не удалось как-то переломить эту повестку? Почему у пропаганды получилось? И, опять же, много можно было слышать вот за последние годы, еще когда там Навальный был на свободе и так далее. То есть это было такое вот какое-то ироничное, такое надменное. Ну, там какой-то телевизор, его смотрят только бабушки, там остались одни какие-то дураки, какие-то клоуны, ну кто их вообще слушает? А мы вот такой вот свет истины несем, мы все такие гениальные, талантливые, пишем такие потрясающие тексты, снимаем такие потрясающие глубокие фильмы. И, конечно, вот правда за нами, и мы большие молодцы. Но в критический момент почему-то
оказалось, да, что огромное количество оппозиционных журналистов, талантливых, гениальных, с премиями, с признанием, всем остальным, они не смогли убедить людей, что война — это плохо. И сейчас мы видим такую вот полную победу пропаганды, по крайней мере, в медийном поле. Все зачищено, есть там только одно мнение. И я смотрю даже на некоторых своих знакомых, как ты сейчас тоже приводишь пример, да, на которых все это работает. Почему оппозиционная журналистика проиграла эту информационную войну? В России, по крайней мере. Илюх, я думаю, есть две причины. Первая причина – это, вот как это не смешно, это ресурс. Вот мы можем сколько угодно говорить, что интернет дает доступ к чему угодно, вот, пожалуйста, открытый YouTube, вот Telegram. То есть вроде как у тебя нету, вот ты берешь телефон, да, и ты можешь найти любую информацию, но, как выясняется, воздействие происходит, вот как я сейчас рассказала, когда у тебя фоновое, знаешь, это даже не то, чтобы ты специально пошел включил, потому что когда ты идешь на YouTube, ты включаешь уже выбранное, уже отобранное под тебя какое-то видео, уже там учитываются твои интересы. А телек, он работает вот так вот фоново, знаешь, вот он такой капает на мозги. И поэтому вопрос ресурса, он очень важный, доступ вот к этой условно кнопке. И нам кажется, что, то есть вот этот вот миф о том, что там не смотрят телевизор, мне кажется, это миф, да, потому что это не то, чтобы мы его смотрим, но это какой-то, знаешь, ты фоново попадаешь все равно все время вот в поле. Это происходит на большом количестве каналов, в большом количестве, в том числе на интернет-ресурсах, у тебя это всюду, до тебя как бы они могут достучаться просто потому, что это большой ресурс. Потому что, например, когда «Дождь» пока не выключили из сетей, понимаешь, мы же видели, что происходило. То есть аудитория «Дождя», так как мы были в каждом телевизоре, просто люди в телевизоре, да, могли просто его смотреть, она росла, и люди нормально смотрели как бы совсем другой язык, все другое, да, и им это нравилось, и я понимала, что наша аудитория будет расти. Условно, если бы «Дождь» был в каждом телевизоре, такой бы ситуации не было. Окей, был бы Первый канал, был бы ВТРК, но был бы «Дождь», и он точно так же давал человеку еще какую-то картинку. Второе, конечно, я считаю, это ошибка всех нас, глобальная. Конечно, это вот этот снобизм. И то, что мы не попытались найти и поискать этот язык разговора с другой аудиторией. Потому что, понятно, мы все такие знаем, нас же все понимают, зачем объяснять своей аудитории, кто такой Борис Немцов, условно. Да, все понимают. А нужно было, конечно, об этом думать. Я считаю, что это наша как бы во многом общая ошибка. Но ресурсы здесь важнее. Это же была одна из главных причин, почему нас тогда в 2014 году решили зафигачить. Потому что мы были в каждом телевизоре, и мы видели, как люди к нам подключаются, и мы понимали, что аудитория как бы растет, и люди начинают задумываться, типа, нифига себе, что тут, то есть вот есть совсем другая картинка, понимаешь, и я уверена, если бы у «Дождя» был доступ ко всем, именно вот как бы к телевизионной картинке, такой бы не было ситуации, я уверена. Что сегодня делать журналистам, по-твоему, которые остались без работы, которые были вынуждены уехать из страны? Слушай, опять же, если ты не можешь без этой работы, то ты будешь искать возможность работать, да, и сейчас так или иначе все равно очень много инициатив каких-то, более того, знаешь, очень много инициатив не такой не прямой для журналистской работы, а для создания, не знаю, всяких медиа, локальных порталов для того, чтобы поддерживать друг друга. Это тоже такая важная вещь, понимаешь, сейчас, когда все оказались за пределами. И в целом сейчас таких много инициативных, как мне кажется, очагов, и там можно себя применить. Так? То есть если ты не можешь не работать с журналистом, мне кажется, сейчас можно найти эту возможность работы, потому что я не знаю, мы будем, да, как-то возобновлять «Дождь», да, Красильчик что-то сейчас запускает, Миша Зыгорь что-то хочет делать. Понимаешь, то есть все равно все пытаются найти эту возможность, и, наверное, работу можно найти. Если ты еще в ней не разочаровался и не готов просто поменять свою профессию на что-то. Заграница нам поможет? Я задаю этот вопрос в связи с тем, может быть, ты читала, то, что Навальный призвал западные страны проспонсировать независимые СМИ, закупить антивоенную рекламу в соцсетях. Стоит ли ждать какой-то помощи от условного Запада в поддержку российских СМИ, российских журналистов, которые уехали или, наоборот, продолжают работать в России? Смотри, мне, конечно, не то чтобы это тоже очень нравится, да, то есть чем
как бы, мне кажется, Запад должен помочь. И это важно. И здесь это как бы, ну, прям очень хочется, чтобы они это сделали. Это создание условий для возможной работы. Что это значит? Это значит, чтобы были нормально, можно было получить нормальные рабочие визы, чтобы можно было получить возможность, там, не знаю, получить страховки, открыть счета. Мне кажется, в этом смысле поддержка не только журналистов, вообще людей, которые уехали сейчас, для того, чтобы они чувствовали себя как бы не людьми там второго сорта, а нормально имели документы и так далее, это важно. И вот в этом смысле я считаю, что помощь нужна. Любое финансирование государством любой журналистики, неважно где, в России это или на Западе, мне кажется, что это неправильно, и это плохо. И, например, знаешь, вот очень много сейчас частных фондов, ну, инициатив частных, да, просто, ну, там, разных бизнесменов, предпринимателей и так далее, которые, у которых у многих есть какие-то русские корни, которые готовы поддерживать сейчас независимую прессу. И они это делают как вот, ну, мой личный вклад, потому что я понимаю, что очень важно, чтобы у независимой прессы были возможности работать, делать и, в конце концов, ну, там, в том числе рассказывать тем, кто остался в России, что происходит. Очень много инициатив сейчас со стороны издательств. Вот издательства, да, то есть вот сейчас, например, вот там «Дождь», там, знаешь, есть пул крупных там газет и так далее, которые сказали, мы хотим вас поддержать, мы готовы, да, вот мы там, не знаю, объявить там какой-то краудфандинг, мы крупные независимые там СМИ, и это круто, да, потому что это поддержка твоих коллег. А просить денег, ну вот только что, как обратился Навальный, там, западные страны, поддержите независимые СМИ, мне кажется, это тоже очень плохо. Оно, может быть, сейчас нужно в моменте, но в целом это... Ну а чем это отличается тогда от условно Russia Today, да? Ну другие ценности, ну другие это, ну вот, поэтому мне кажется, что вот в легализации поддержки людей это важно, а в том, чтобы, ну я, например, могу сказать, что вот там «Дождь» не как бы там занимает позицию в этом смысле очень там четкую, что никаких денег ни от каких западных стран, государств мы не будем брать, да, то есть мы, если сейчас нам получится перезапуститься, то это будут частные деньги каких-то людей для перезапуска. Но в целом я хочу опять вернуться к модели, практически, в которой мы жили последние там, пару лет, и она там стала прибыльной, и мы научились в этой модели жить и зарабатывать. Ты говоришь, частные деньги. Есть сегодня какие-то люди или организации, от которых ты деньги не возьмешь, если они к тебе придут? Да, есть. Кто Я это? не буду называть, чтобы никого не обижать, но есть точно, и я уже отказывалась. Если тебе придет Ходорковский, ты возьмешь деньги у Ходорковского? Не возьму. Почему? Потому что в этом тоже есть окраска. Потому что Ходорковский политик. Хорошо, а если к тебе придет, я не знаю, «Газпром»? Нет, не возьму, потому что это государство. Окей. Остальных людей ты называть не будешь? Ну, ты спросил, ну, то есть понятно, более того, если ко мне придет... Смотри, все примерно знают, у кого на рынке есть деньги и кто может их теоретически дать на СМИ. Да? И редко это бывают какие-то меценаты. Это люди, которые так или иначе, они связаны с политикой в той или иной степени, потому что они планируют использовать медиа. Сейчас, зачем медиа финансируют? Да? Потому что это там некий актив, который потом конвертируется в какие-то политические там очки, рейтинги, пропаганду и во все остальное. Да? То есть, если тебя не спонсируют твои там зрители, то ждать какого-то мецената, который тебе просто придет и так вот даст, потому что, вы знаете, вы такие классные, и вот вам, я не знаю, там 10, 20, 30 миллионов в месяц, просто работайте, ну, такое редко бывает. Смотри, ты прав, тут один момент, ну, то есть моя позиция, и она всегда такая была, денег у политиков брать нельзя, у государства брать денег нельзя, у меценатов, вот сейчас мне точно потребуются какие-то деньги на перезапуск, просто потому что, ну, как бы, знаешь, все наше накопленное, что было, у нас были накопления, мы потратили мы выплатили ребятам хотя бы еще по одной зарплате, мы закрываем сейчас, там, не знаю, налоги и так далее. Все, что мы накопили, мы сейчас потратим, да, то есть понятно, что нам на вот этот вот перезапуск нужны будут какие-то деньги, но и эти деньги точно, я знаю, мы будем искать среди людей или фондов, которые не политические. Вот условно, фонд по поддержке независимых СМИ, который создается независимыми СМИ, такие тоже есть. Да? Там небольшие деньги, но они есть, они готовы в этом участвовать. Это круто, потому что понятно, почему мы можем там взять деньги. Вот. Во всем остальном нет. И более того,
так как мы научились работать там с аудиторией, там эти подписки, эти донаты и так далее, мне кажется, это гораздо честнее все равно будет. А мы это умеем делать, понимаешь? И доверие к Дождю высокое. И монетизация Ютуба, деньги от людей и какая-то реклама, которая, если мы сейчас, опять же, начнем, пойдет, то в целом может позволить нам как минимум достаточно быстро выйти на вот этот ноль, да, потому что мы вот последние уже 2 года научились это делать, да. Более того, сейчас я надеюсь, что расходы у нас сейчас будут чуть меньше, потому что мы не будем сейчас запускать ни сайт, ни, понимаешь, да, то есть мы как бы сократим эти расходы. Поэтому я думаю, что мы точно справимся, и вот сейчас я могу сказать, что уже мы несколько отказов, о поддержке мы озвучили. Вернемся к пропаганде. Как ты думаешь, вот эти главные лица сегодняшней войны, да, я говорю там про того же Соловьева, про Маргариту Симонян, про Тину Канделаки, да, к которым ты в том числе обращалась письмом после митинга, насколько искренне они это делают, насколько они верят в те слова, которые они говорят? Слушай, я, конечно, буду высказывать свое ощущение. Конечно, Соловьев ни во что не верит, и это просто циничный, конъюнктурный. И более того, он первый, кто попытается переобуться, когда все поменяется. 100%. Я прям это представляю. Я не знаю, что он будет говорить, но он будет переобуваться очень быстро. Марго, мне кажется, что она все-таки здесь гораздо более честная, чем все остальные, потому что, мне кажется, это ее взгляды. Понятно, что где-то она может отрабатывать какие-то, четкие, не знаю, поинты, но в целом, это ее взгляды. Тина, я думаю, конечно, нет. Конечно, она все понимает, конечно, это все отрабатывание, не знаю, должностей, позиций и так далее. А зачем, например, Тине Канделаки, зачем это нужно? То есть у нее были деньги, она была довольно не бедная, обеспеченная и талантливая, она могла делать нормальную карьеру, при этом она прекрасно понимает вообще, как устроен мир, и вступая на сторону пропаганды, становясь говорящей головой этой войны, она тоже отдает себе, видимо, отчет, что она окажется в изоляции, что она на длинной дистанции она потеряет возможность и делать себе нормальную карьеру, и это навсегда с ней дальше останется. Ради чего она это все делает? То есть, какие можно еще бонусы, какие можно плюсы для нее? Люк, я не знаю, я задавала себе тоже этот вопрос, потому что я была сильно удивлена, когда она оказалась. Ты же с ней знакома. Да. Я думаю, ты знаешь, это опять я свое мнение скажу. Мне кажется, что это вообще не было ее решением, и что она не могла отказаться, я так скажу, знаешь. Но это мое. То есть она, думаю, очень сильно этого не хотела, но отказаться не могла. Отказаться всегда можно, мы видим... Нет, но я имею в виду, окей, значит, мне не Тебе хватило поставят для штамп, этого. как мы знаем по военным, да, которые отказываются ехать воевать в Украину, хотя, казалось бы, тоже и присяга, и трибуналы, и все остальное, но, тем не менее, они отказываются и получают в каком-то виде себе штамп в личное дело, да, что предатель, не предатель, трус. Но, тем не менее, они сохраняют себе жизнь, да, и сохраняют свою совесть и какой-то внутренний внушевный комфорт. И мне кажется, это гораздо важнее должностей, денег и потенциально того, Илюх, поэтому мы с тобой не начальники «Газпрома» и так далее. Подожди. И никогда не сделали эту карьеру. Вот и все. А тебе предлагали, у тебя были такие развилки, когда тебе предлагали пойти по пути условной Маргарите Симонян, да, и заниматься немножко другими вещами, и сейчас ты бы была царицей морской? Я даже видимо, я не общалась даже с теми людьми, кто мог бы такое мне предложить. Нет. Как ты думаешь, чем закончится вся эта история? Сегодня 17 апреля, что будет дальше происходить в каком-то обозримом, необозримом будущем? Твой прогноз, как журналиста? Я же не журналист, Илюх, я медиа-менеджер. Как менеджера, как человека, в любом случае, который в повестке и примерно понимает, что происходит. Я не знаю. Это правда. Я не знаю, потому что каждый день задаю себе этот вопрос, обсуждаю со всеми, с кем встречаюсь. Я не знаю.
У меня только одно, мне так хочется, чтобы остановилась война и перестали уже гибнуть люди со всех сторон. Я тебе клянусь, я не знаю вообще, у меня нету ни одной идеи, какой у этого будет выход и развитие. Так хочется, чтобы это просто быстрее закончилось. Но по ощущениям, что оно не заканчивается, и это будет еще долго. Нет, я не могу тебе ответить, я правда не знаю. Будущее для России. Ты видишь какое-то нормальное, приемлемое, или все пропало и ничего хорошего уже в России не будет? Слушай, я вижу, я верю. Вот в это я точно верю. Я не знаю, когда это случится, но, знаешь, это же тоже закон пружины, да, она сжимается, 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 потом она отстреливает в другую сторону. Мы это наблюдали там в 90-е после Советского Союза. Я уверена, что это будет, и я уверена, что это случится на моем веку, и я еще смогу в этом как-то поучаствовать, я смогу быть полезной там в этом. Я точно вот в этом я не сомневаюсь ни секунды. Я не знаю, что будет в ближайшее время, куда все это приведет, но то, что это случится, на 100%.